Сегодня поговорим о холодном копчении. Всем привет, дорогие подписчики канала. В этом видео я не буду вам показывать какие-то сложные аппараты, агрегаты. Я покажу по просьбе подписчиков то, как, используя самые простые примитивные подручные средства, я делаю холодное копчение тех изделий, которые делаю своими руками дома у себя на кухне. У меня на канале более 2 десятков рецептов, где я говорю о том, что я провел холодное копчение. Но как-то я думал, что вот все это просто и понятно для всех. На самом деле это оказалось не так. Поэтому в этом видео я коротко покажу именно то, как я вот в тех условиях, в которых нахожусь я, использую холодное копчение, и мои изделия приобретают тот самый вкус, тот самый цвет, тот самый аромат, которые отличают эти изделия от других мясных, колбасных изделий. Сегодня, конечно, для тех, кто занимается крафтовым производством колбас и мясокопченостей, огромный выбор шикарной техники для копчения. Коптилки с полным циклом, всевозможные смокеры. Но все это достаточно дорого, и не все могут себе это позволить. А в тех условиях, в которых нахожусь я, то, что использую я для себя, это дает мне возможность быть на уровне и показывать свой результат. Для холодного копчения в домашних условиях я использую вот такие дымогенераторы ленточного типа, лабиринтного типа. Диаметр 19 сантиметров. Называют их улитка. Стоят они сущие копейки. Когда-то я их заказал через интернет. Заказал сразу 2 штучки. Вот так вот по лабиринту происходит горение, тление древесной щепы. Для поджига можно использовать вот такие вот свечки декоративные. Но в принципе я начинал именно пользоваться этими свечками, но потом я перешел просто на обычную газовую горелку. Такие свечки, такие горелки можно приобрести в любом хозяйственном бытовом магазине. Вот как вы можете видеть, мои дымогенераторы находятся в рабочем состоянии, пользуюсь я ими регулярно, систематически, 1-2 раза в месяц. Теперь несколько слов о древесной щепе. Для дымогенераторов ленточного типа используется щепа самой мелкой фракции. Это 0,3-1 мм. Более крупная фракция, она не будет функционировать и правильно гореть вот в таком лабиринте. Я покупаю это в интернет-магазинах. Это у меня ольха. Кроме ольхи я иногда использую бук. Но именно ольха – это мой выбор, это тот именно цвет, это тот именно привкус. Исключительно важно знать, что для холодного и для горячего копчения используются исключительно мягкие породы деревьев, фруктовые породы. Вот такая вот мелкая фракция 0,3-0,1 мм. Для копчения принципиально не используются породы деревьев, содержащие смолу либо высокий уровень дегтя. На одну зарядку уходит примерно 150-180 грамм. Очень сильно я не уплотняю, не утрамбовываю. Важно, чтобы по лабиринту горение, тление древесных опилок проходило равномерно.
Для того, чтобы горение шло именно по лабиринту, вот эти вот бортики необходимо оставлять чистыми. Ну вот, в принципе, все готово. Теперь можно поставить дымогенератор в коптильную камеру, ставить свечку, поджечь. И вот так вот по лабиринту начнет происходить тление без принудительной подачи воздуха. Просто необходимо создать естественную тягу. Для этого просто делается отверстие вверху камеры и внизу. И естественным движением воздуха происходит подача в камеру кислорода, который способствует горению. Вот таким образом, поместив дымогенераторы на керамическую плитку в целях пожарной безопасности на улице, я обычной горелкой запускаю работу этих дымогенераторов. Я использую два дымогенератора, поскольку коптильная камера, вот та коробка, которую я вам сейчас покажу, она достаточно большого размера. Если у вас небольшая коптильная камера, какой-то там шкафчик, небольшая коробка, то вполне будет достаточно одного такого дымогенератора для того, чтобы уровень дыма был достаточно плотный и вам хватило его на 4-5 часов. Одна такая зарядка позволяет генерировать дым в течение 5-6 часов. Вот таким образом запустив, сделав поджог, я оставляю это все на полу и ставлю сверху обычную картонную коробку, которую я смонтировал из подручных средств. Вот такой вот каркас деревянный, каркас жесткости, и разместил на этом каркасе 5 перекладин. Размер этой камеры: ширина 60 сантиметров, длина 90 и высота 90 сантиметров. Вот в эту коробку, которую я подобрал специально для этих целей, я могу поместить до 18-20 килограмм готовых изделий для холодного копчения. Вы можете приспособить для этих целей картонную коробку или какой-то ящик, шкафчик другого размера, но результат у вас будет примерно тот же самый. Задача просто поместить продукцию в вот такую закрытую емкость с естественным движением воздуха, которая будет наполняться дымом для холодного копчения. Холодное копчение именно называется холодным, поскольку температура дыма должна быть в пределах 24-32 градусов. Свыше 32 градусов происходит денатурация белка, то есть белок начинает сворачиваться. Поэтому холодное копчение отличается от горячего именно тем, что в процессе копчения не производится тепловая обработка. И вот посмотрите, через 5 часов дымогенераторы закончили работу, древесные опилки прогорели. Я еще оставляю примерно на час продукцию в шкафу в емкости в этой коптильной камере. И у меня получается вот такой готовый результат. Что важно соблюдать при холодном копчении? Поверхность изделий должна быть абсолютно сухая, поэтому прежде чем поместить изделие в коптильную камеру на холодное копчение, необходимо провести отепление и обсушку. Температура изделия при помещении в коптильную камеру не должна быть ниже 20-24 градусов. Если поместить в камеру с температурой 24, 26, 28 градусов изделия, которые будут иметь температуру там 16, 14, 10 градусов, из-за большой разницы температуры образуется конденсат и будут появляться такие подтеки. Ну и кроме всего, холодное копчение – это один из способов консервации продукции и увеличения его срока годности. Кроме этого, холодное копчение можно использовать как санитарное для изготовления сыровяленых изделий. Холодный дым предотвращает образование вредных бактерий на поверхности изделий. Ну вот, в принципе, если коротко, то это все. То, что касается холодного копчения и то, как делаю его я. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с фудкортом, будет много вкусного и интересного.